Всем привет! Меня зовут Ева Хардем, и я рада приветствовать вас в своем новом видео. Я снова экспериментирую с форматами, и сегодня, как вы могли понять по названию, у нас книжный обзор. Не спрашивайте, почему я выбрала именно эту книгу. Я не знаю, мне просто хотелось выбрать сразу что-нибудь очень кринжовое, и что я уже хотя бы читала. Поэтому сегодня мы с вами обсуждаем книгу «После» в авторстве Анны Тот. Если что, этот обзор можно частично назвать 18+. Поэтому будьте аккуратны при его просмотре. Я вас предупредила. Удачи! Небольшой дисклеймер. Если что, если вы увидите какие-то знакомые детали, знакомые какие-то моменты из видео других книжных блогеров, не удивляйтесь. Я тоже люблю книжных блогеров, я смотрю их обзоры, поэтому неосознанно или как-то случайно я могу подбирать какие-то детали из их видео. В дальнейшем я, конечно, создам свой формат книжных обзоров, не похожий на других, по крайней мере, надеюсь. Но пока что что-то знакомое будет явно мелькать, поэтому прошу прощения за это сразу. Я предлагаю начать с визуальной составляющей книги, и, если честно, мое издание не очень хорошее. Вот оно. Оно в мягком переплете, с такими желтенькими страничками. В книжных, как вы знаете, продается множество версий «После», с обложкой, как из фильма, с такой же обложкой, просто твердой. Но когда я покупала эту книгу, это было очень давно, тогда в магазине была только эта версия, поэтому я ее и взяла. А когда я уже покупала остальные части «После», то как бы у меня не было выбора. Раз уж я начала коллекционировать мягкую обложку, то надо продолжить такой. Поэтому книжка переживает многое, скажем так. У нее много потертостей, у нее мятые уголки ободранные, сами странички где-то размазанные. Ну, как бы да. Еще я ее чуть-чуть подпортила, выделив парочку каких-то цитат. Цитат не мемных, я, конечно, буду какие-то части зачитывать, но тут цитаты а-ля можно подписать этим пост в соцсетях. Вот так скажем. Не можем мы пропустить также и аннотацию. Прочитаем и ее. Поклонники трилогии Э.Л. Джеймс с восторгом встретили появление книг Анны Тот, которые сама автор назвала ванильной версией 50 оттенков серого. Миллионы читателей во всем мире следили за историей отношений Тесс и Хардина, примерной девочки и плохого парня. Тесс была прилежной ученицей и послушной дочерью, но после встречи с Хардином ее жизнь абсолютно изменилась. Оказалось, что есть на свете кое-что поважнее учебы и карьеры. И отличная новость для фанатов книг Анны Тот: компания Paramount Pictures приобрела права на экранизацию трилогии. Кринге! Я забыл упомянуть, что эта книга буквально выходит с Wattpad, бывший фанфик по Гарри Стайлзу. Я обожаю фанфики, но, ребят, Wattpad — это еще та черная дыра, ведущая в ад в мире фанфиков. Честное слово. Я предлагаю сделать так. Вы будете слушать мой полный пересказ, настолько полный, насколько я могла это сделать. И мы будем попутно обсуждать какие-то кринжовые, ужасные детали книги. Got it? Тогда поехали. Повествование в книге идет от лица главной героини, Тессы, либо же ее полное имя Тереза Янг. Она 19-летняя студентка, только-только поступившая в Центральный Вашингтонский университет и переезжающая в общежитие.
С этим ей помогает мама и ее парень. Мама у нее типичная гиперконтролирующая, такая деспотичная женщина, если что, Тесса так сама ее называет. Сама Тесса хорошая девочка, вот прям типичнейший троп. Она хорошо училась, она ни на какие тусовки не ходила, сидела дома и занималась. Вот такая прилежная девочка. Парень ее из такой же степи. Ему почти 18 лет, и его зовут Ной. Он только на следующий год поступит в университет. Поэтому пока что помогает только Тессе переехать в общежитие. И, конечно, все они трое оказываются в шоке от новой соседки Тессы. Ее зовут Стеф, и, о господи, у нее красные волосы, у нее татуировки, а на стенах с ее стороны висят плакаты с музыкантами, тоже в татуировках и пирсинге. Также за ней приходят два чувачка, ее друзья, тоже в татуировках и пирсинге, но от одного из них Тесса не может оторвать взгляда. Запомнили? Угу. Конечно, когда вот эта татуированная компания уходит, мама Тессы закатывает скандал из-за соседки, из-за общежития, но как бы ее быстро переводят в чувство и говорят: нормально, жить можно. На следующий день после утреннего душа Тесса застала в комнате на кровати Стеф того самого симпатичного парня. Просьбу выйти он проигнорировал, поэтому переодеваться ей пришлось в одной комнате с ним. Why? В дальнейшем из разговора со Стеф Тесса узнала, что этого парня зовут Хардин Скотт, и она ошибалась в своих мыслях о том, что он встречается со Стеф. Эта самая Стеф уломала Тессу пойти на классическую студенческую вечеринку. Тесса, как девочка консервативная, была в шоке от наряда Стеф. И я вам зачитаю этот кусочек. Платья у моей соседки такие странные, что мне кажется, будто сейчас кто-нибудь выскочит и скажет, что нас снимает скрытая камера. От каждого меня просто передергивает. А Стеф смеется, видимо, считает мое отвращение забавным. Платье, точнее лохмотье, которое она в конце концов выбирает, представляет собой черную сетку, через которую прекрасно виден ее красный бюстгальтер. Единственная закрытая деталь наряда – это плотные черные трусы. Платье не доходит даже до середины бедра. Стеф подтягивает его, открывая ноги еще выше, затем наклоняется, демонстрируя глубокое декольте. Каблуки ее туфель сантиметров 10. Огненно-рыжие волосы стянуты в тугую косу, падающую на плечи. Глаза подведены черным и синим еще гуще, чем раньше. Вот так описывает Тесса наряд Стеф. Сама же она одевается очень скромно, чуть ли как будто не в церковь идет, и над этим же, конечно, подтрунивает Хардин Скотт. Хардин смотрит, как я забираюсь в машину вслед за Стеф и оказываюсь на сиденье прямо позади него. «Тереза, ты ведь в курсе, что мы собрались на вечеринку, а не в церковь?» — говорит Хардин, и я вижу в боковом зеркале, как он ухмыляется. «Пожалуйста, не называй меня Тереза. Мне нравится Тесса», — отвечаю я. Странно, он даже знает мое полное имя. Оно напоминает мне об отце, поэтому я предпочитаю его не слышать. «Конечно, Тереза». Я откидываюсь на сиденье и закатываю глаза. Нечего отвечать на подколки, время тратить. Они приезжают к компании на вечеринку, где Тессу представляют другим друзьям, и она решает сбежать на улицу, где ее обливает напитком какой-то чувак. Она решает пойти обратно в дом, в братство, в котором проходила вечеринка, и в одной из комнат, в которую она заглянула, случайно видит Хардина и какую-то девушку, понятно, чем занимающимся. Потом происходит круговорот событий, которые я даже не помню, и потом Тесса и некий чувак по имени Нет тащили пьяную Стеф вверх по лестнице в одну из комнат, которая оказалась, конечно, комната Хардина. Хардин пришел, начал ругаться, какого черта вы тут забыли, и между ними произошел диалог, который я сейчас вам зачитаю.
Она не может тут оставаться, говорит он. Обернувшись, я замечаю у него в губе колечко. Почему он решил проколоть губу и бровь? Это, наверное, очень больно. И к тому же подчеркивает его полные губы. Почему? Я думала, вы друзья? Так и есть. Но никто не остается в моей комнате. Его руки сложены на груди. И в первый раз с момента знакомства я разбираю, что изображено на тату. Это цветок в центре предплечья. Хардин и цветок? Издалека похожа на розу в черно-серых тонах. К тому же ее дополнительно оживляет паутень. Чувствуя злость и раздражение, я усмехаюсь. Да, понимаю. Значит, к тебе могут заходить только девчонки, которые с тобой спят? Он хмыкает. Та комната была не моя. Но если ты пытаешься сказать, что хочешь со мной переспать, то извини, ты не в моем вкусе. Не знаю почему, но его слова меня сильно задевают. Хардин далек от моего типа мужчин, но я никогда не сказала бы ему это вслух. Ты... От возмущения не могу подобрать слова. Музыка за стеной гремит все назойливее. Я смущена, разозлена и не знаю, что ответить. Продолжать пререкание бессмысленно. Хорошо, тогда отведи ее в другую комнату, а я возвращаюсь в общежитие. Когда я хлопаю дверью, то сквозь шум слышу насмешливый голос Хардина. Спокойной ночи, Тереза. После этого диалога Тесса заперлась в слезах в ванной и хотела позвонить Ною. Но в ванную комнату кто-то начал ломиться, и это был, конечно же, Хардин. Он увидел плачущую Тессу, которая к тому же на него наорала, но он сказал ей остаться вместе со Стеф в пустой комнате, переночевать там. На следующее утро он отвез их обеих в общежитие. В понедельник Тесса познакомилась с Лэндоном Гибсоном, приятным чувачком, с которым они сразу же сдружились. Также в этот день Тесса узнала, что на курсы британской литературы она ходит в одну группу вместе с Хардином. И забегая вперед, скажу, что в книге упоминалось несколько других книг, и спасибо Анне Тодд за это, что рекомендовал другие книги, которые получше ее собственной. Например, на этих курсах британской литературы они будут изучать гордость и предубеждение. Эту книгу я прочитала, и она, в принципе, мне понравилась. Но мне не понравилась другая книга, о которой будет упоминание чуть позже. Тессе не особо хотелось, но устав получился уговорить ее снова пойти на вечеринку, где они, как в классических подростковых фильмах, сериалах, книгах, играли в правду или действие. Конечно же, у Тессы спросили, девственница ли она, на что получили положительный ответ. Также ей загадали выпить рюмку водки, но она пошла в разнос, схватилась на бутылку, которую у нее пытался отобрать Хардин, но она забрала обратно бутылку. И еще Молли, типичный троп стервы такой, загадала Хардину поцеловать Тессу, но она сбежала, потому что у нее есть парень, которому она как раз и начала звонить, когда выбежала на улицу. Ной первым делом спросил: «Ты пьяна?» И Тесса не нашла лучшее решение, чем сбросить трубку. Почему нет? Она решила пойти в единственную знакомую ей в братстве комнату Хардина. Пришла такая, легла на его кровать, взяла его книгу и начала читать. К слову, эта книга «Грозовой перевал», и это та самая книга, которая мне не очень понравилась. Ну, точнее, я в процессе ее чтения прочитала половину, и мне не очень заходит, скажем так. Конечно, в комнату вернулся Хардин. Они начали ругаться, типа, какого черта ты тут делаешь вообще в моем личном пространстве? И в какой-то момент Тесса выдала в диалоге, что вообще-то, когда ей было 10 лет, их с мамой бросил отец-алкоголик, ее матушка упаривала, чтобы дочь смогла поступить, а сама Тесса с 16 лет подрабатывала, чтобы помочь матери оплатить налоги. Оказывается, наша хорошая девочка не такая уж и идеальная. Наверное, этого эффекта добивалась авторка, когда прописывала эту героиню, не знаю.
После этого скандала Тесса намеревалась на автобусе ночью поехать одна в общежитие. Пожалуйста, никогда так не делайте, это очень опасно. Конечно, Хардин подумал то же самое, поэтому сказал Тессе остаться. Он о ней позаботится, она впервые настолько пьяна. И в итоге они как-то разговорились о пространных вещах. И сейчас я вам зачитаю один диалог. «Тебе остается только мечтать быть таким хорошим, как он», — резко говорю я. «Хорошим? Это первое, что тебе приходит в голову, когда ты говоришь о своем парне? Хороший в данном случае хорошо заменяется словом «скучный». Ты его не знаешь. Я знаю только, что он скучный. Это видно по его туфлям и кардигану». Извиняюсь, если я неправильно поставил ударение в слове «туфлям» или «туфлям». Хардин запрокидывает в смехе голову, и я не могу не замечать ямочки на его щеках. «Он не носит туфли», — говорю я, стараясь не засмеяться следом. Я хватаю кружку и пью еще. «Ну, вы же встречались 2 года и не трахались. Да он просто святоша». Я фыркаю водой в кружку. «Что ты сказал?» Без этой всей чуши, что он наговорил, я прекрасно могла бы обойтись. «Что слышала, Тереза?» «Ты придурок, Хардин!» — кричу я и швыряю в него полупустую кружку. После этого диалога Тесса выбежала из комнаты и заперлась в комнате со спящим бухим чуваком. Проснулась сама Тесса от того, что этот чувак начал к ней приставать. Она выбежала из комнаты и начала тарабанить в дверь Хардина, который, конечно, ее впустил. Он начал утирать ей слезы, успокаивать, и в итоге в порыве эмоций Тесса решила его поцеловать. Почему нет? Почему? В итоге она опомнила, что у нее вообще-то есть парень. Она оторвалась как бы от губ Хардина, который абсолютно равнодушно отнесся к поцелую. И в итоге Тесса вообще сбежала из братства. И несколько часов одна ночью петляла по улицам, чтобы дойти до общежития. Браво, Тесса! А если бы тебя кто убил по пути? Ты об этом не думала? Нет? В итоге, когда Тесса пришла в общежитие, там уже ждал ее Хардин, который все это время ее искал, ездил. Потом пришли ее мама, ее парень Ной. Мама закатила скандал. По итогу этого скандала мама, Ной и Тесса ушли вместе завтракать, а Хардин ушел восвояси. В итоге, пока Тесса и Ной гуляли вдвоем по торговому центру позже, Тесса все это время сравнивала его с Хардином. Сравнивала парня, с которым она несколько лет встречается, с каким-то отбитым чуваком, которого она по пьяни поцеловала. Я поражаюсь, я просто поражаюсь. В понедельник утром Тесса и Лэндон успели переброситься парой фраз. И Лэндон рассказал, что, оказывается, его мама и отец Хардина встречаются. Неожиданный поворот, правда? Также Лэндон сказал, что Хардин не должен знать, что Тесса в курсе их родственной связи. В этот же день Хардин пришел в комнату к Стеф, но не застал ее. И в итоге они начали с Тессой припираться из-за того, что Тесса одержима порядком. Хардин раскидал ее бумажки, и в итоге они начали целоваться у стены. В этот момент пришла Стеф, и Хардин потихо свалил. Хотя пришел к Стеф. Непонятно, ну ладно. В итоге Стеф сказала Тессе, что та могла бы понабраться опыта с Хардином, ведь у нее не было никакого опыта с ее парнем Ноем. Изменять парню чисто ради опыта? Ладно. Может, в их моральных принципах это никак не это, но как бы для меня такое... На следующий день между Тессой и Хардином случилась жаркая дискуссия на курсах литературы по поводу гордости и предубеждения. Я не могу произнести предубеждение. В итоге Тесса сбежала с пары, Хардин побежал за ней, они продолжили ссориться на улице,
Хардин выдал, типа, у тебя скучный парень, ты явно хочешь заняться чем-то интересным со мной. И по итогу всей этой перепалки Тесса и Хардин решили остаться друзьями. Без привилегий. Чисто друзья. Запомнили? Забудьте. На следующий день в разговоре с Хардином Тесса упомянула, что знает о родственных отношениях между ним и Лэндоном. А потом удивлялась тому, что Хардин злится, хотя Лэндон тебя буквально предупреждал, не надо говорить Хардину, что ты в курсе. Конечно, Хардин отменил их планы о том, чтобы вместе позависать в этот день, и поэтому Тесса просто пошла в общежитие, где застала Стеф, Тристана и Зеда. Тристан — это вроде парень Стеф, а Зед просто челик из компании. Пока они еще были там, пришел Хардин, и прямо при Хардине Зед решил пригласить Тессу в кино вместе с ними компании, но Хардин, видимо, приревновав, забрал Тессу с собой. И в итоге они поехали в запланированное место, какой-то укромный уголок, где-то у речки, куда Хардин полез купаться в одних трусах. Тесса сначала отнекивалась, но потом, когда Хардин предложил ей свою футболку, она ее надела и полезла купаться в ней. Они плескались, веселились в воде. Бум, искра, буря, молния. Искра. Да, ведь искра. Сдала ЕГЭ на 93, а до сих пор путаюсь в ударениях. В итоге Хардин и Тесса начали целоваться в воде, вылезли на берег, между ними случилась интимная сцена. Не прям, но интимная сцена. Я уточняю, потому что это будет иметь значение в будущем. По пути в закусочную Хардин сказал, что поможет Тессе с подработкой, стажировкой. А уже перед общежитием, когда тот подвез Тессу, они начали целоваться. И в этот момент позвонил Ной. Тесса сбросила и сказала Хардину, что поговорит о них с Хардином, с Ноем. А Хардин ей ответил, что это ее решение, она в курсе, что он ни с кем не встречается. И в итоге Тесса в расстроенных чувствах убежала. Хардин, тебе уже говорил об этом, предупреждал раньше. Почему ты расстроилась? На что ты надеялась, девочка моя? А? Трамвай. У меня трясется кровать. По просьбе Тессы Ной приехал к ней, чтобы остаться на выходные, и в первый вечер они смотрели киношку, но пришел Хардин. Он пришел к Стеф и, соответственно, ушел, потому что той не было. В этот же вечер Тесса попыталась поцеловать Ноя так, как целовала Хардина, но она не почувствовала той страсти. В следующий вечер они снова смотрели киношку, но тут Тессе позвонил Лэндон и сказал срочно приехать. Что-то там случилось с Хардином. Тесса сорвалась с места, оставила своего парня одного в общежитии и поехала домой к Лэндону, его маме Карен и отцу Хардина Кену. Хардин, соответственно, живет в братстве, он в этом доме не живет. Но зато он приехал туда, чтобы разгромить весь дом, будучи пьяным, потому что ему позвонил отец и сказал, что через месяц женится. Соответственно, на Карен, маме Лэндона. Они в итоге с Тессой кричали друг на друга, потом мирились, потом целовались. Я, в принципе, давайте зачитаю вам пару эпизодов. Это ужасно, но все равно я чувствую, что близость к нему, даже пьяному, делает меня живее. Это чувство полноты жизни может дать мне только Хардин. Мне нужно комментировать этот дебилизм. Я чувствую себя живее, только будучи с таким пьяным, отбитым чуваком. Тебя ждет нормальный парень в твоей комнате в общежитии. Что ты сделаешь? Что ты делаешь с этим чуваком? Да, тебя там попросил друг, но типа... Еще один мозговыносящий эпизод. «Поцелуй меня, Тесса», — говорит он мне прямо в губы. Я качаю головой, и он рычит от отчаяния.
Пожалуйста, поцелуй меня. Ты мне нужна. И на меня действует. Этот грубый, пьяный, ужасный человек просто сказал, что нуждается во мне. И это звучит так сладко. Хардин как наркотик. Каждый раз, когда я получаю маленький кусок, мне нужно все больше и больше. Он поглощает все мои мысли, заполняет мечты. Его губы снова сливаются с моими, но я уже не сопротивляюсь. Не могу. Я знаю, что это ничего не решит. Меня засасывает все глубже. Но это сейчас не важно. Важны только эти его слова. Ты мне нужна. Она сама говорит, грубый, ужасный, пьяный, но все равно с ним целуется. Браво! В эту ночь, конечно же, она остается с ним. И, конечно, случается интимная сцена. А на утро она сбегает в общежитие. К своему парню, вообще-то. Туда, конечно, прибегает Хардин. У них случается перепалка, в процессе которой Ной узнает обо всем произошедшем. И как бы уходит. Его можно понять. А Хардина уводит Стеф по просьбе злой и плачущей Тессы. И в итоге в следующий раз, когда Тесса видится с Лэндоном, она видит у него синяк под глазом от их драки с Хардином. Классно! Перед выходными Стеф решила принакрасить Тессу, чтобы она выглядела как конфетка, и чтобы они вместе пошли с остальной компанией в закусочную потусить. Туда же позже пришли Хардин, Молли, остальная компания. В итоге Тесса приревновала Хардина к Молли. Хардин тоже что-то там выкинул. В итоге вся компания поехала в братство на вечеринку, а Хардин подвез Тессу до общежития. Когда Тесса была в общежитии, она позвонила Ною, и они вроде как помирились, они обратно сошлись. Я не понимаю, почему Ной так поступил, но окей, хорошо, его решение. В этот же вечер к Тессе приехал пьяный Хардин. Они вместе сидели, смотрели киношку. Хардин уснул на ее кровати, а сама Тесса уснула на кровати Стеф. И на утро они вместе поехали выбирать ей машину. Классно. По пути, когда они заехали поесть мороженого, так и не найдя машину, они встретили отца Хардина, Кена, который пригласил обоих на ужин. После его ухода у Хардина и Тессы очередной скандал случился, но в итоге Хардин сказал, что подвезет Тессу на ужин, потому что сам он не пойдет. Но в итоге он, конечно, пошел. На ужине оказалось, что Кен – ректор университета, в котором учатся Хардин и Тесса. Хардин разозлился из-за того, что все были в шоке, что Тесса об этом не знала. Ну, как бы... Почему? Злой Хардин ушел на террасу, Тесса пошла за ним, успокоила его поцелуем, за которым их застал Лэндон. Остаток ужина прошел нормально. После него Хардин и Тесса успели забежать наверх, снова провести интимный сеанс. Почему я так сказала? Это так ужасно звучит. Интимный сеанс. Прошу прощения. Потом они спокойненько спустились, поели сладости вместе с мачехой и отцом Хардина. Тесса осталась на ночь в их доме, и перед сном к ней зашел Лэндон в комнату. И они как бы откровенно поговорили о всей той херне, что происходит. Ночью Тесса проснулась от криков Хардина, там приснился кошмар, и поэтому Тесса прибежала в его комнату, успокоила и осталась на ночь с ним. Утром они мило нежились в кроватке, но атмосфера сразу поменялась, как только Хардину позвонили. Предполагая, это была Молли, поэтому как-то у них снова пошла размолвка с Тессой. Хардин чуть ее не выгнал из дома.
Когда он подвозил ее до общежития, они снова ссорились в машине, продолжили ссориться в комнате, где как бы оказался Ной, с которым Тесса только помирилась. В итоге Тесса и Хардин признались друг другу в чувствах, а Ной ушел. Бедный затюканный мальчик, мне его жалко. Хардин после этого поехал в боулинг с друзьями, но решил вернуться за Тессой. Он забрал ее, они поехали в братство ради очередной интимной сцены. That's so boring, you know? Благодаря отцу Хардина, Кену, Тесса получила стажировку в компании друга Кена, мистера Венса. В один из дней, когда Тесса и Хардин разговаривали, к ним подошли Молли и Нед, и Хардин просто попрощался с Тессой и свалил. И Тесса, конечно, от этого охренела, потому что чел даже не предупреждал о том, что уйдет. В итоге в этот день она одна заскучала, поэтому поехала к Кену и Карен, потому что мама Лэндона обещала научить Тессу готовить. И они реально вместе готовили кексики. Миленько. После этого Тесса решила поехать на вечеринку, и там застала Хардина, но сидящую у него на коленях Молли. Вы вроде как признавались друг другу в чувствах? Нет? Там Тесса присоединилась к правде или действию, где ей загадали сначала поцеловать Зеда, того самого, который приглашал ее в кино, потом провести с ним 10 минут в комнате, и Тесса решила договориться с ним о свидании. Почему нет, раз ее челик немножко отбитый. Когда же Молли загадала Хардину поцеловать ее, точнее, не Тессу, а Молли загадала поцеловать Хардину ее саму. Тесса сбежала после этого, Хардин побежал за ней, у них какой-то скандал на улице случился, Хардин проорал Тессе, что любит ее, но... вообще, лучше вам зачитаю. «Тесса!» — окликает Хардин, когда я иду к машине. Я не обращаю внимания, он говорит громче. «Тесса! Я уже сказала тебе все, что хотела, Хардин. Мне надоело слушать твое вранье, так что оставь, меня в покое!» Кричу я, повернувшись к нему. Я знаю, на нас все смотрят, но с меня хватит. Тесса, Ты что? Что, Хардин? Кричу я еще громче. Я тебя люблю. И воздух моих легких заканчивается. Я так делаю интонацию, потому что буквально слово «заканчивается» капслоком написано. Я не знаю, зачем это сделано. Я только что ляпнула себе по глазу и пытаюсь понять, не размазались ли тени. Прошу прощения. Молли выглядит так, словно ей тоже не хватает воздуха. А Стеф смотрит на Хардина, как на привидение. Несколько минут мы стоим в таких позах, будто кто-то мимоходом заморозил нас и ушел, так и оставив. Когда я, наконец, прихожу в себя, меня хватает на то, чтобы спокойно произнести: «Ты болен, Хардин. Ты действительно чертовски болен». Хотя я знаю, что это часть его игры. Слова снова во мне что-то пробуждают. Берусь за ручку дверцы, но Хардин захлопывает ее. «Это правда. Я знаю, что ты мне не поверишь, но это правда. Я тебя люблю». В итоге Тесса уезжает с Лэндоном и остается ночевать у его родителей после этой сцены. Наутро приехал Хардин, они поскандалили с Тессой, Хардин забрал свои слова о том, что любит ее, и в итоге Тесса поехала и, наконец, купила себе машину. Поздравим ее. В этот же вечер она пошла на свидание с Зедом, и это было, в принципе, милое, здоровое свидание. Вот так. На следующий день Тесса приехала к Лэндону, не застала его и решила поболтать с его мамой. Сейчас я вам зачитаю кусочек их диалога. Эта тема действует на меня очень странно. Я даже с матерью не могу обсуждать такие вещи. Диси печатка. Но Карен так открыта, что я способна говорить с ней об этом.
Что вы имеете в виду? Ну, я не знаю Хардина так хорошо, как хотела бы, но знаю, что он очень закрыт эмоционально. Кен ночами не спит, беспокоясь о нем. Он всегда был трудным ребенком. Ее глаза блестят. Он даже маме не может сказать, что ее любит. Что? Он просто не станет об этом говорить. Не знаю почему. Кен не может вспомнить, чтобы Хардин хоть раз сказал кому-то, что он его любит. Это действительно печально не только для Кена, но и для Хардина тоже. Она вытирает глаза. Тому, кто отказывается говорить кому-либо, даже собственным родителям, что он их любит, ничего не стоит выплеснуть на меня ненависть. Его очень сложно понять. Это все, что я могу сказать. После этого Тесса познакомилась с приехавшей издалека девушкой Лэндона, Дакотой, и они решили поужинать. К ужину приехал Хардин. Они с Тессой снова поскандалили. Хардин что-то пытался извиняться, но Тесса выпалила, что ей симпатичен Зет, и в итоге она вместе с Дакотой и Лэндоном уехала в вечеринку на открытом воздухе, на костер, где к ним присоединился Зет. Они хорошо проводили время, и когда Тесса с Зедом остались наедине, на костер пришел Хардин с какой-то девушкой. В итоге Тесса и Зед уехали к ним на квартиру, где они попытались поцеловаться, но во время поцелуя Тесса выпалила имя Хардина и сбежала. Она вернулась на костер, где застала Хардина, который уже с кем-то подрался. Я не удивлена почему-то, что он с кем-то подрался. В итоге они вместе уехали, вроде как они помирились, и произошла между ними очередная интимная сцена. На следующий день, так как они остались с Хардином у него дома, точнее дома у Кена, Карен и Лэндона, Тесса решила покопаться в теплице с Карен, а Хардин провел несколько часов в неловком молчании вместе со своим отцом. За обедом Хардин и Кен снова поскандалили, но Тесса успокоила Хардина горячим поцелуем. Кринж! На следующий день Тесса просто сидела в комнате, у себя училась и решила выйти куда-нибудь поесть. Там она встретила Хардина, Молли и остальную компанию, и друзья, видимо, узнали, что Хардин и Тесса встречаются. Те даже не начали скандалить, просто бросили друзей и вместе уехали в общежитие к Тессе, куда приехала ее мама, которая узнала о расставании с Ноем. В итоге она скандалила и пригрозила перестать оплачивать обучение Тессы. И после этого уехала. На следующий день Тесса пошла на свой первый рабочий день в компанию к мистеру Венсу, который рассказал, или не он рассказал, не суть важно, что Хардин раньше работал в этой компании, но нашел себе более высокооплачиваемую работу и свалил. Днем между Хардином и Тессой случилась очередная стычка, и вечером Хардин пришел к ней, и между ними случилось долгожданное соитие. Вроде так говорил Шелдон, но я не уверена. Я вам зачитаю сейчас эпизодик, вы выпадете. Если что, я не собираюсь вам читать прямо сцены соития. Не переключайте, пожалуйста. Я вас прошу. С тобой все хорошо? Как это было? Как ты? Он внимательно смотрит на меня и кажется очень обеспокоенным. Все хорошо, уверяю я. Свожу ноги, чтобы притупить боль. Я вижу кровь на простыне, но мне не хочется двигаться. Кровь на простыне! Я схожу за ней, я подниму ее. Хотя очень хотелось бы ее сжечь. Какие еще клише мы можем засунуть в эту книгу? Кровь на простыне. Хардин, что ты сделал с девочкой? Зачем ты ее покалечил, что у нее аж кровь пошла? Аппаратура попадала. Фу! Я сейчас реально плюну на экран, у меня слюна полетела. Я надеюсь, этого не было видно в кадре.
Я даже не хочу дальше рассказывать. Это ужас. Это ужас. Вот что я могу сказать. Вернула я эту несчастную книгу. Жизнь ее, конечно, потрепала. Она заслужила. На следующий день Хардин приехал в офис к Тессе, чтобы забрать ее на обед, и приревновал к чуваку по имени Тревор, с которым Тесса утром познакомилась в лифте, и который просто поздоровался с ней и Хардином. Чел. Этим вечером они пошли в торговый центр, где встретили какую-то другую компанию Хардина, которым он представил Тессу как свою подругу. Из-за чего Тесса взъелась. Типа, чел, я твоя девушка. Нет, да? Но в итоге она быстро остыла, и как-то они с Хардином решили жить вместе. Они поехали в братство, в общежитие Хардина, но там была вечеринка. Хардин сказал Тессе остаться в его комнате, он спустится на минутку, там, поздороваться, чтоб от него отстали. Но он как бы так быстро не вернулся, и Тесса решила пойти вниз за ним, конечно. В итоге она попала в игру, в которой уже был Хардин, и сейчас я вам зачитаю правила, потому что сама я ее не объясню. Может, начнем? Ноет девушка в зеленом. Она сидит между Хардином и Рыжим. Джейс хватает у одной из девушек что-то похожее на кусок бумаги и прижимает к рту. Что происходит? «Готово?» – спрашивает он меня. Я не знаю правил. Признаюсь я и слышу смешок от одной из девушек. Ты представляешь губы с другой стороны бумаги, и задача в том, чтобы не уронить. Если лист падает, вы целуетесь, объясняет он. Вот в такую веселенькую игру они решили поиграть. И бумажка, конечно, падает между Тессой и чувачком по имени Дэн. И из-за этого Харди начинает избивать этого чувака. Они в итоге с Тессой поругались. Хардин ее прогнал, но потом сказал ей вернуться. И они снова очень жарко помирились. Ей! Выяснение проблем разговорами? Зачем? Зачем? В отношениях не надо же разговаривать, да? Зачем разговаривать? Вечером на следующий день после того, как Тесса и Хардин наконец съехались, он ушел в библиотеку. Но вернулся только следующим вечером, будучи пьяным. Тесса, конечно, была зла, типа, чел, у тебя сутки не было, ты где был? В итоге она ушла спать на диван, но прибежала к нему сразу же, как услышала его крики от очередных кошмаров. И на следующий день Хардин, объяснил причину своих кошмаров. Я вам зачитаю этот эпизод, чтобы лучше передать эмоции персонажей. Да. Хорошо. Значит, так. Нервно бормочет он и начинает рассказ. Однажды, когда мне было лет 7, отец ушел в бар через дорогу от дома. Он ходил туда почти каждый вечер, и все его там знали. И драться там было не лучшей мыслью. Но в ту ночь он именно так и сделал. Он подрался с солдатами, такими же пьяными, как и он, и в конце концов разбил о голову одного из них пивную бутылку. Я не представляю себе, что будет дальше, но понимаю, что рассказ не из приятных. Отец ушел из бара, и солдаты пришли в дом через дорогу, чтобы отомстить за разбитое лицо того парня. Но дело в том, что он не пришел домой, как они думали. Мама спала на диване в ожидании отца. Он встречается со мной взглядом. Как ты вчера вечером. Хардин, шепчу я, хватая его руку через стол. Поэтому первый они нашли маму. Он замолкает и смотрит на стену. Когда я услышал крик,
Я спустился и попытался оттащить их от нее. Ее ночная рубашка была порвана. Она кричала, чтобы я ушел. Она не хотела, чтобы я видел, что они с ней сделают. Но я не мог ее оставить, понимаешь? Он смахивает слезу, а я представляю себе, что чувствовал 7-летний мальчик, который был вынужден смотреть на то, что делает с его матерью. Подхожу и утыкаюсь лицом в его шею. Короче говоря, я пытался бороться с ним, но ничего не вышло. К тому моменту, как отец ввалился в дверь, я извел все пластыри из аптечки, пытаясь, не знаю, исправить ее, что ли. Глупо, да? Спрашивает он, уткнувшись в мои волосы. Я смотрю на него, и он хмурится. «Не плачь», — шепчет он, но я не могу сдержаться. Я никогда не думал, что его кошмары вызваны таким ужасом. «Прости», — рыдаю я. «Нет, детка, все нормально. Мне действительно легче от того, что я с кем-то поделился», — уверяет он, насколько это возможно. История, конечно, ужасная, очень страшная. Ну, как бы открывать завесу, почему Хардин так негативно относится к отцу. Но это все еще не объясняет, где он пропадал чертовы сутки. А? Чел? После этого позвонил Ной, который сказал Тессе, что ее мать узнала о том, что она съехала из общежития, и Тесса как бы дала их новый с Хардином адрес. Матушка приехала, закатила сильнейший скандал и в итоге дала Тессе пощечину. И Хардин из-за этого ее прогнал. Ну, в принципе, да, бить свою дочь как бы... У нее своя башка на плечах есть, ей уже 19 лет. Даже если она с таким мудаком связалась, это не повод бить ее, давать ей пощечину. Мы с вами все ближе к концу, и на следующий день Хардин и Тесса наконец отправились на свадьбу Кена и Карен. По пути они заехали на заправку, где встретили Зеда в состоянии не первой свежести. Побитого, короче. Он их обоих игнорировал, и Тесса поняла, что когда Хардин вернулся пьяным, он в тот день подрался с Зедом. Свадьба, на удивление, прошла довольно хорошо. Тесса познакомилась с милейшей бабушкой Хардина. Они успевали убежать наверх поцеловаться. Но, в принципе, все прошло довольно миленько, все довольно хорошо. Вечером, когда они уже были дома, Хардин предложил Тессе поехать с ним через 3 недели в Англию на Рождество к его маме. Ночью Тесса проснулась и случайно увидела сообщение в телефоне Хардина от чувачка по имени Джейс, который просил перезвонить. И Тесса случайно уронила телефон и разбила экран. Утром Хардин злился, что Тесса как бы лазила в его телефоне, и он очень настойчиво допытывался, что Тесса успела прочитать. Нехорошо лазить в телефонах других, скажем так. Но и так сильно злиться тоже не очень, я думаю. Также Хардин злился, что Тесса пыталась узнать, почему он подрался с Зедом, и в итоге он свалил. Тесса пыталась спросить у Зеда по телефону, но тот ничего не ответил. И в итоге она поехала к Стеф, которая тусила с компанией друзей, чтобы узнать у нее все. Тесса рассказала Стеф, что теперь они с Хардином живут вместе. Стеф рассказала об этом Молли. А Молли рассказала Тессе, что, оказывается, Хардин поспорил на деньги, что сможет лишить Тессу девственности. А какое было доказательство, как вы думаете? Та самая простынь с кровью, из-за которой я бомбила. Он забрал ее, типа сказав, что выкинет ее. Но в итоге поехал показывать ее друзьям, как доказательство.
Хардин, конечно, тоже там был, пока компания там была. В итоге Тесса выбежала на улицу, Хардин бежал за ней, извинялся, орал, что любит. В итоге на улице Тесса столкнулась с Зедом, который забрал ее на машине. Ну и предлагаю прочитать конечные строки, так сказать, книги. Сажусь в машину Зеда, запирая дверь как можно быстрее. Через секунду Хардин понимает, что я уезжаю с Зедом, и бежит к машине. Он в ярости, и я радуюсь, что Зед сядет в машину до того, как Хардин к нам подбежит. Зед прыгает в машину и газует. Смотрю на то, как Хардин падает на колени второй раз за этот вечер. Прости, Тесса, я не представлял себе, что так получится. Не разговаривай со мной. Я больше ничего не хочу слышать. Я не могу простить его. У меня болит живот, и боль от предательства Хардина делает меня слабее с каждым мгновением. Я уверена, что если Зед будет говорить, я просто потеряю сознание. Мне хочется знать, зачем Хардин так поступил, но меня бросает в дрожь, если я что-то услышу. Я никогда не чувствовала такой боли и не знаю, что делать. Зед кивает, и несколько минут мы едем в тишине. Я думаю о Хардине, Молли и Джейси и успокаиваюсь. Что-то во мне меняется. Что-то делает меня смелее. Знаешь что? Обращаюсь я к нему. Поговори со мной. Расскажи мне все. Каждую деталь. Он беспокойно смотрит на меня, но, поняв, что у него нет выбора, тихо произносит. Хорошо. Мы выезжаем на шоссе. И этими словами заканчивается первая часть этого дерьмища. Тут надо бы сделать какой-то вывод, но, если честно, я не знаю, что сказать по итогу всего этого. Я надеюсь, люди, которые смотрят меня сейчас, они умненькие, они понимают, что это все нездоровая фигня, что это далеко не эталон любви, что это подростковый роман о очень нездоровых отношениях, которым не стоит подражать. Но, если вы хотите насладиться еще таким кринжом, всеми остальными книгами после и 2 книгами о Лэндоне, вы можете написать об этом в комментариях, и, может быть, я начну читать 2 часть. Решение за вами. Так что, если вы не хотите снова этого кринжа видеть, вы тоже можете об этом написать в комментариях, к слову. А теперь, я думаю, пора прощаться. Я надеюсь, вам понравился этот кринж отборный. Я надеюсь, вы насладились временем, проведенным вместе со мной. Ставьте лайки, комментируйте видео. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы получать уведомления о очередных кринжовых видео. И, конечно же, подписывайтесь на канал. Здесь будет много всего интересного. С вами была Ева Харден. Увидимся с вами скоро в новом видео. Всем пока-пока!